Доброго времени суток всем, кто заглянул на канал Дача Лайф. В Беларусь зима почему-то не торопится, но напомнила о себе еще в начале декабря и опять застряла где-то. После Нового года к Рождеству подарила 2 дня зимы. Вот так зимуют розочки в моем саду. Живу в Беларуси, в Минской области, при розах, поэтому имею возможность наблюдать за ними. Погодные аномалии накрывают все чаще и чаще. Сюрпризы весной неизбежны. Уж очень резкие температурные колебания и повышенная влажность. От этого и результаты зимовки могут быть абсолютно непредсказуемые. К таким побегам стоит присмотреться повнимательнее. Симпатии они не вызывают, но поспешно принятые решения в отношении таких побегов могут иметь совсем не те последствия, на которые рассчитываешь. Еще и мороза сильного не было, всего лишь 8 градусов, а некоторые побеги уже видоизменились. Подозрительные побеги решила исследовать и открыла для себя некоторые интересные факты. Вот пытаюсь разобраться, каким побегам все же давать шанс, а каким нет. Не всегда погодные условия являются причиной гибели побега, но поспособствовать этому могут. К сожалению, не всем побегам удается преодолеть погодный экстрим. Повреждение коры может быть вызвано разными причинами, не исключая и повреждения вредителями. Договориться с этими существами невозможно, тем более отследить наносимые ими различного рода микроскопические повреждения. Повышенная бдительность не помешает, а удачей владеет время и случай. На ранней стадии все поправимо, если не дать заразе проникнуть во все здоровые ткани и не попасть во все части растения. Чтобы вредные патогены не завладели случившимся слабым местом у розы, ей необходимо немножко помочь. Для каждой проблемы свои меры, главное не игнорировать и сделать все вовремя. Частые и длительные оттепели среди зимы с высокими плюсовыми отметками розе серьезно могут навредить, проснутся патогены и начнут свое темное дело. Если не будет окольцованного поражения, у розы шанс есть. Как подхожу к таким побегам, так сразу стихи вспоминаются. Ты постой, не спеши, ведь он не виноват. Не руби сгоряча, не надо. Ты пойми, пострадают ведь обе души. Ты загнуться не дай, помоги. А сомнения были и будут всегда. С такими признаками заболевания разумно будет удалить такие побеги и не тратить ни времени, ни силы на их спасение. Да и зачем давать заразе распространяться? Я не ищу оправдания никудышным побегам, но очень хочется разобраться, возможно ли защитить розы от подобного недуга. Выглядит безнадежно, но может не все так уж и плохо. Если кто-то и сомневается в таких побегах, я уже нет. Сложно поверить, что такие побеги перспективные, но после некоторых наблюдений утвердилась в своем решении не удалять их, так как есть особенность, которая позволяет им восстанавливаться. И этой уникальной особенностью обладает волшебный камбий, и пока он не разрушится, жизнь в растении будет торжествовать. Как говорится, от худого семени не бывает хорошего племени, но исключения бывают. Можно и не верить, но ведь можно и проверить. Ужас на коре не самая главная беда. Важно то, чтобы мицелий заселившегося гриба не дал очень сильного разрастания внутри побега. Сохранение камбия обязательно, хотя бы частично. Спасение такого побега навряд ли увенчается успехом. Чуда не будет, и усыхание лозы гарантировано. Посередке именно такой побег, и он подлежит удалению. Испытала розу Клэр Маршалл. Все же решила повременить и не удалять у розы этот безобразный побег. Посмотреть, будет ли толк. Заодно и проверить, победит ли волшебный камбий. Сомнения немного были, но результат порадовал. Роза доказала, что не нужно сдаваться, и не зря ей присвоено такое звучное имя. Остается только восхищаться мастерству селекционеров Харкнесс. Больной побег имеет абсолютно здоровую листву, а уж цветы – сплошное очарование. Эту поистине царственную розу выделяют как внешние данные, так и внутренние. Дождя роза не боится, солнышко любит. Рекордсменка по длительности цветения. Зрелые цветы приобретают пепельно-серый оттенок, болячки – редкое явление и невероятно сильный запах.
Миниатюрка Allegro Symphony также меня порадовала. Побеги были совсем в плачевном состоянии, но она прекрасно справилась. Невероятная красотка, достойная восхищения. Возродилась и моя огненная красавица, чайно-гибридная роза «Час пик». Без внимания эта розочка не останется в саду. У нее очень яркие цветы, но приятные глазу. Жаль, что слабый аромат. После зимы 2023 года ее главные плюсы, как устойчивость к болезням и вредителям, немного пошатнулись, как, впрочем, и у многих моих роз. Все они просто балансировали между выживанием, настолько тяжелая оказалась зима. Резкие температурные колебания держат розы в постоянном стрессе, снижая их иммунитет. Розочка «Час пик» совсем не неженка, долго цветет, с дождем и солнцем дружит и красиво отцветает. Даже при самом лучшем уходе розы болеют. Болезнь может как затихать, так и возобновляться при благоприятных условиях. Главное распознать. Без опыта очень сложно. Некоторые признаки заболевания очень схожи. Смена цвета коры и листьев – это уже сигнал к решению данной проблемы. Выбор способа лечения зависит от стадии развития болезни. Важно не допустить перехода в хроническую форму. Стараюсь свести к минимуму все негативные факторы, прежде всего профилактикой. Это бродиловка из крапивы и фитоспорин. Розы, которые меньше болеют, быстрее выздоравливают. Когда роза хорошо развивается и красиво цветет, то даже в голову не придет выискивать на ней каких-то вредителей, тем более малозаметных, а они могут оказаться очень даже коварными. Проблема может выявиться гораздо позже, когда побег уже видоизменен. Кто завладеет розой, предугадать сложно. Она может подхватить и вирусный недуг, и грибковую инфекцию, или просто пострадать от деятельности вредителя. Чтобы не ошибиться, стоит все неторопливо обдумать. Пока пережидаешь, и мысли правильные найдутся, и действия не разочаруют. 2 кустика розы этруска. Кустик, который побольше, развивается нормально. К сожалению, молодой кустик заболел, но цветение было. Цветок, конечно, отличался от тех, которые должны быть. Если заражение все же происходит, но иммунитет у розы достаточно сильный, она обязательно восстановится, подключив и лучшие качества своего сорта. Проводя ряд экспериментов, усомнилась в том, что все подозрительное должно полностью вырезаться до живой ткани. Вот обрезала 2 сомнительных побега от разных роз. Придраться можно к виду коры. Внутренние ткани выглядят вполне живенько. Только меня больше теперь волнует вид камбия. Любые повреждения у розы рано или поздно обернутся болезнью. Спасение для розы – ее сильный иммунитет, когда восстановление камбия идет быстрее, чем разрастание мицелия, поселившегося гриба. Роза сама способна себя излечить. Главное не допустить, чтобы возбудители спровоцировали хаотичное деление клеток. Невредимость камбия очень важна, так как одновременно он отвечает и за рост коры, и за древесину побега, а также образует спящие почки. Волшебные клетки творят чудеса. Наверное, только розе дано понять, на что она может быть способна. Возможно, такие побеги и заслуживают порицания, но для меня они ценны. Никто не обязан разделять мои пристрастия, но розам с такими побегами я даю попытку выжить. Цветов может быть меньше, но зато живая. Сорт розы Кока-Лока. Даже в таких тяжелых случаях мне помогает хлоргексидин, настойка прополиса, зеленка, проверенная многократно. Новые побеги абсолютно здоровые. Целостность камбия гарантирует жизнь любому побегу. Розочка паустиния. Первый цветок после сложной зимы показался простоват. У розы потрясающая воля к жизни, набрала силу и показала себя во всей красе. Роза медленно распускается, показывая медовую серединку. Цветок будто фарфоровый, имеет приятный аромат. Роза покорила меня абсолютно всем, восхитительно на всех стадиях цветения. Роза просто чудо. Отцветает роза безупречно, покоряя белизной цветка. Трипсы на розе редкость, они ее как-то не очень жалуют.
Розочка цветет старательно. Цветы на розе присутствуют всегда и держатся до 3 недель. Очень рада такому приобретению. Некроз подразделяют на несколько разновидностей, которые отличаются причинами появления, особенностями и характером проникания. Подобные побеги держу на контроле, чтобы отмирающие ткани не стали очагом развития болезни при резко меняющихся погодных условиях. Применяю Абиго-Пик, и угрозы для своего цветника я не вижу. Случается иногда, что и надежды никакой нет, а они живут. А бывает, еще и от вредителей не слабо достается. Выносливые они все же. У розы нимбус слабый иммунитет, но воля к жизни потрясающая. После неудачной зимовки цветы не сразу показали свою истинную красоту. Кустик нарастал, но цветы выглядели простоватыми, хотя и очень даже привлекательными. Уникального цвета флорибунда и очень эффектная, зачастую одновременно цветет разными оттенками. И бежево-коричневый, и лилово-сиреневый, зрелищная роза. Изумительно аккуратно вянет, растет в компании с флоксом Татьяна. Люблю сажать розы с многолетниками. Подбираю с высокими декоративными качествами, которые не теряют своей прелести весь теплый сезон. Соседство должно быть комфортным. Красавец додекатион. Декоративный молочай Bonfire, но очень эффектный многолетник. Флокс украсит любой уголок сада. Пушковая примула. Выглядит скромно, но украсит сад и цветами, и листвой. Нарядные многолетники лишь подчеркнут красоту королевы цветника. Очаровательная роза Scent of Woman. Посаженные с розой компаньоны, имеющие красочный вид, легко скрасят любые погрешности розы, сменятся эмоции и огорчение поутихнет. С флоксами мне тоже нравится соседство. С молодой листвой роз очень красиво смотрится молодая листва горянки бандит. После цветения листва зеленеет, но так же красиво, как и ее цветы. Пока розы готовят бутоны, цветет герань. Ради этих мохнатых октару применяю до зачатия бутонов. Могучих кустов у меня нет, предпочитаю компактные. Развитие розы соответствует сорту и времени посадки. Для меня важно увидеть цветы полюбившегося сорта. Розочка Royal Parks не теряет декоративности при длительном цветении, очаровывает абсолютно всем. Всегда терялась в догадках, почему такие разноуровневые поражения на розах. Помогают прояснить ситуацию мои наблюдения за розами даже в холодный период. Заканчивается 2-й месяц зимы, а она в свои права никак не вступит. Так на пару дней. Верх берут оттепели. Самое время болячкам. Высокие плюсовые отметки очень благоприятны для роста патогенных грибов и бактерий. Разные грибы – разная активность. Погодный фактор решающий. Если споры не созреют, то и распространение болезни не произойдет. Может, хоть февраль белорусов порадует. Любые побеги могут оказаться в группе риска. Одного паразита уже удалось обнаружить на молодом побеге. Гад еще тот, если затаиться в зимовку – беда. Сами они еле-еле заметны, но их деятельность может привести к печальному исходу, если ничего не делать. Очень досадно видеть такое безобразие. Слежу за всем этим с особым вниманием. Может, погода сможет помочь подавить спороношение и рост мицелия, а нет, так самой придется усмирить эту заразу. Хочется надеяться, что он не столь агрессивен, чтобы погубить розу с хорошим ростовым потенциалом. На этом все и до новых встреч!